Однажды рано утром Маркус патрулировал национальный парк Рандхамбор в Индии. В отличие от обычного, в тот день он гулял по парку один. Но внезапно он увидел то, что заставило его замереть. Всего в нескольких метрах перед ним в густой листве стояла тигрица. Рейнджер был поражен. Он этого не ожидал. Тигрица, казалось, заметила человека. Ее янтарные глаза смотрели на него со смесью любопытства и осторожности. Мужчина находился всего в нескольких метрах от дикого животного и думал о том, как ему быстрее выбраться из этой крайне опасной ситуации. Но при ближайшем рассмотрении рейнджер заметил, что что-то не так. Тигр показывал признаки беспокойства. Опытный человек осторожно присмотрелся к животному. То, что он обнаружил дальше, разбило ему сердце. Лапа тигра попала в капкан. Судя по всему, это устроили браконьеры. Тигрица изо всех сил боролась с ловушкой и пыталась освободиться. Но безуспешно. Когда рейнджер осознал ситуацию, он почувствовал смесь гнева и жалости. В этот момент из густого подлеска появился маленький мохнатый зверек. Это был ее детеныш. Инстинктивно он почувствовал опасность и обратился к матери в поисках защиты. Но то, что произошло дальше, шокировало мужчину. Тигрица осторожно подтолкнула своего детеныша к Маркусу. Она как будто понимала, что он здесь, чтобы помочь. Рейнджер колебался. На самом деле его главным приоритетом было не вмешиваться в природу. Но если бы он не предпринял никаких действий, он оставил бы детеныша и его мать на верную смерть. Но мысль о том, чтобы встать на колени рядом с тигрицей и освободить ее из ловушки, заставила Маркуса застыть в жилах. Что, если хищник напал на него? Возможно, она подумает, что он был браконьером, причинившим ей такие страдания. Но взгляд тигра был слишком умоляющим, чтобы его игнорировать. Маркус осторожно взял детеныша на руки. Тигрица посмотрела на мужчину со смесью благодарности и беспокойства. Кажется, она думала, что Маркус просто оставит ее и сбежит с их мальчиком. Но она ошибалась. Рейнджер приступил к работе и стал выпускать лапу из капкана. Тигрица, возможно, почувствовав его намерение, осталась на удивление спокойной. Она как будто понимала, что это двуногое существо не причинило вреда. Наконец ловушка освободилась. Но вопреки ожиданиям тигрица не вскочила. Вместо этого она лежала и страдала от боли. Только тогда Маркус осознал степень ее травм. Через несколько минут тигрица собрала все силы и встала. С глубокими ранами и неуверенно стоя на ногах, она стояла перед Маркусом и смотрела на него жалким взглядом. Маркус осознал серьезность ситуации и быстро вызвал подкрепление. Медицинская бригада парка отреагировала оперативно и вскоре прибыла на место. Тигрицу ввели наркоз и бережно доставили в ветлечебницу. Быстро выяснилось, что раны были не только большими, но и зараженными ржавым металлом. Тигрице грозила смерть. И даже если бы она выжила, ей, возможно, пришлось бы ампутировать ногу. Медицинская бригада работала усердно, очищая раны и вводя антибиотики для борьбы с распространяющейся инфекцией. Это была гонка со временем. В то время как медицинская бригада в первую очередь заботилась о тигрице, Маркус отвечал за уход за детенышем. Он провел много времени с тигренком и назвал ее Тарой. Он накормил ее и дал ей много любви и ласки. За несколько недель детеныш быстро вырос и хорошо поправился. Пока сотрудники лихорадочно боролись за жизнь тигрицы, команда национального парка приступила к выслеживанию браконьеров, виновных в этой жестокости. Опасность для тигров и других животных в парке можно будет предотвратить только после того, как преступники будут пойманы. В последующие дни рейнджеры без устали бродили по парку в поисках любой подозрительной активности. Когда они почти потеряли надежду, они наконец совершили прорыв. Они арестовали группу мужчин и передали их властям. В то же время состояние матери тигрицы постепенно улучшалось после того, как за ней в течение нескольких дней ухаживала медицинская бригада. Несмотря ни на что, тигрица выиграла битву с инфекцией. Маркус и его команда поняли, что пришло время выпустить их обратно в дикую природу. Но они столкнулись с другой проблемой. Тигрица уже 2 недели находилась под присмотром ветеринаров,
и ей пришлось заново привыкать к жизни в дикой природе. Кроме того, мать долгое время была разлучена со своим потомством. Возник законный вопрос, примет ли она детеныша спустя столько времени. Команда решила сначала отпустить тигрицу в одиночку, чтобы не подавлять ее. Они выбрали отдаленный район национального парка Рантхамбор, где она могла бы заново открыть для себя свои инстинкты. Переход в дикую природу был деликатным, и команда сохраняла бдительность. Но тигрица, похоже, быстро освоилась в своем старом окружении, и команда решила, что пришло время воссоединить детеныша с матерью. Напряжение росло. Как бы тигрица отреагировала на своего ребенка? Маркус наблюдал за волшебным моментом с безопасного расстояния. Когда тигрица узнала своего детеныша на расстоянии, она поначалу не была уверена. Но когда она поняла, что это ее детеныш, ее радость уже не могла сдержаться. Они побежали навстречу друг другу и упали в объятия друг друга. Они обнимались, и мать нежно вылизывала языком шерсть детеныша. Но в этой истории был еще шокирующий поворот. В ближайшие недели Маркус поначалу беспрепятственно продолжал свое патрулирование. Угроза браконьерства, казалось, миновала, и в национальном парке Рантхамбор воцарилось спокойствие. Маркус понятия не имел, что его ждет. Однажды во время патрулирования он заметил нечто необычное. Вдалеке он увидел двух тигров. Инстинктивно ему хотелось побыстрее отойти, чтобы не приближаться к ним двоим слишком близко. Но два хищника, похоже, уже заметили его и целенаправленно бежали к нему. В этот момент он понял, что это, должно быть, Тара и ее мать, которых он спас несколько недель назад. Две большие кошки приблизились и окружили рейнджера. Мужчина был ошеломлен, он никогда не испытывал ничего подобного. Но два тигра ничего ему не сделали. Скорее, казалось, что они благодарили его за помощь. Несколько мгновений спустя два тигра исчезли в густом подлеске. Маркус больше никогда ее не видел. Но он знал, что теперь они в безопасности. Если эта история тронула вас так же, как и нас, вам стоит посмотреть это видео. Львица умоляет человека о помощи. То, что произошло дальше, невероятно. Нажмите здесь, чтобы получить полную историю.